Ну что, девочки, надеюсь, проблем с вывязыванием кокетки у вас не возникло. Давайте теперь приступим к вязанию спинки и переда, а также основной части. После того, как мы распределили в 20 ряду петли на части, то каждая из них вяжется уже отдельно. Как мы вяжем спинку? У нас есть две части спинки. Обе части соединяются и вяжутся вместе. Так как мы уже провязали лицевой ряд, мы начинали отсюда распределение наше и закончили вот этими петлями, то сейчас нам надо вязать изнаночный ряд. Но так как нам надо объединить эти две части, то мы эту ниточку отрежем и изнаночный ряд мы начнем вязать вот отсюда. Мы переносим петли на правую спицу, присоединим ниточку и начнем наше вязание. Так, все. Присоединяем нить и вяжем изнаночный ряд. После объединения этих частей мы продолжаем вязать лицевой гладью, и нам надо сделать еще прибавки. Для моего размера и по моим пересчетам, как я высчитывала, это будет 22, 26 и 32 ряды. Прибавляем мы по 8 петель в каждом из этих рядов, равномерно по всей спинке. Прибавление делаем точно так же, как и ранее, при помощи накидов в лицевом ряду, и в изнаночном ряду мы провязываем их изнаночными скрещенными петлями. Я провязала, получается, изнаночный ряд, это был 21 ряд, значит, сейчас мне надо делать прибавление. Равномерно я распределила, посчитала, у меня всего 40 петель, мне надо добавить 8, поэтому я вяжу 2 петли, затем делаю накид, и потом через каждые 5 петель делаю накиды, и в конце накид и 2 петли. Получится равномерное распределение. Я сделала прибавки. Следующие прибавки у меня будут в 26 ряду. Распределила я их таким образом: 3 петли, накид, 6 петель, накид и так далее. До последних 3 петель, накид, 3 петли. И еще раз будет в 32 ряду. Точно так же мы распределяем. Там уже немножко увеличится, будет уже по 7 петель между накидами, и здесь будет 4 петли. Я сделала последний ряд прибавлений. На спицах у меня 64 петли. И провязав изнаночный ряд, мы петли должны отложить. Точно так же мы вяжем переднюю часть. Делаем точно такие же прибавления. Обязательно прибавления делайте равномерно, потому что, как вы видите, такие вот небольшие дырочки получаются. В общей картине это будет смотреться красиво, если будет красиво и равномерно распределены. Если как попало, то, сами понимаете, будет хаотично. Поэтому обязательно при распределении петель, когда вы добавляете, посчитайте лучше и правильно распределите их. После того, как мы провязали перед и спинку, мы переходим к основной части. Детали нам надо теперь эти объединить. И дальше мы будем вязать уже по кругу. Начинаем объединять мы, вывязывая сначала перед, потом спинку. Между ними мы должны дополнительно набрать по 6 петель.
Итак, начинаем с передней части. Продолжаем вязать лицевой гладью. Провязываем все петли переда. И дальше нам надо дополнительно набрать новые 6 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Набрали и продолжаем вязать спинку, сняв со вспомогательной спицы. Я пересняла со вспомогательной спицы на круговые и продолжаем объединять в круг. Провязывая петли спинки. Здесь ниточку подтягиваем, потом мы ее спрячем. Довязываем петли спинки и точно так же с этой стороны пройм добираем дополнительно 6 петель. Ставим маркер. Это у нас будет начало ряда кругового. Продолжаем вязать лицевой гладью. Хорошо подтягиваем, чтобы не было сильно свободная первая петля. И мы вяжем лицевой гладью на протяжении 6 сантиметров. После того, как вы провяжете 6 сантиметров, мы будем делать опять прибавление. Нам надо будет добавить равномерно 36 петель. Я провязала 6 сантиметров от начала пройм и сделала прибавление. Для моего размера это 36 петель, равномерно по кругу. Прибавление делала тоже при помощи накидов, и следующий ряд у нас надо эти накиды провязать не изнаночными, как мы в поворотных рядах провязывали скрещенные, а лицевой скрещенной. Вот мы дошли до накида и провязываем вот таким вот образом. Вяжем еще 8 сантиметров. Получается, от проймы всего должно быть 14 сантиметров. И делаем еще одно прибавление. Это уже будет последнее прибавление. Тоже 36 петель равномерно по кругу. Провязала я 14 сантиметров от начала проймы. И прибавила еще 36 петель. Продолжать мы будем вязать до высоты 36 сантиметров, начиная от горловины. У меня сейчас я приблизительно померю, сколько у меня получается на данном этапе. Так. Так, у меня приблизительно 28-29 сантиметров от горловины. Нам надо 36 сантиметров. После того, как мы провяжем 36 сантиметров, мы переходим на круговые спицы номер 3 и вяжем 4 сантиметра платочной вязкой, как мы начинали наше вязание. И все петли закрываем.
Я довязала до момента, когда нам надо связать планочку платочной вязкой. Думаю, что платочную вязку умеют вязать все. Все петли вяжутся лицевыми и в лицевом ряду, и в изнаночном ряду, если мы вяжем поворотными рядами. Если же мы вяжем по кругу, то платочный узор не получится связать одним видом петель. Ряды выполняются по очереди. Сначала лицевыми, потом изнаночными петлями. Вот сейчас я провязала изнаночный ряд изнаночными петлями. И здесь у нас в месте стыка, чтобы не было лесенки и был красивый переход, нам надо протяжку поднять между последней петлей и первой и провязать ее вместе с последней петлей. Как мы это делаем? Последнюю петлю мы, не провязывая, снимаем, поднимаем протяжку между петлями, надеваем на правую спицу, затем возвращаем петлю, которую сняли, и провязываем петлю и протяжку изнаночной петлей. Подтягиваем, переснимаем маркер и продолжаем вязать лицевой ряд. После того, как мы провязали лицевой ряд, мы без каких-либо изменений продолжаем вязать изнаночный ряд, и опять в изнаночном ряду мы делаем точно так же. Итак, я провязала планку 4 сантиметра. У меня немножечко меньше получилось. Ну, планку вы регулируете самостоятельно. Вы можете ее вязать так, как вам больше нравится. Вот место перехода одного ряда к другому, который мы с вами вязали. Тут практически не видно, нет ступенек. И закрываю я обычным способом. Здесь, например, эластичный способ абсолютно не нужен, потому что платье к низу широкое, оно наоборот будет такой способ лучше, не будет растягиваться. Единственное, что я для того, чтобы не было стянутости, когда закрываем, я меняю спицы на полразмера больше. Я вязала резинку на спицах 3, перехожу на 3,5 и закрываю обычным способом закрытия петель. Все, наше платье готово, основная часть. В следующем видео мы будем вязать с вами оборку.